Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня это дело у меня получится, потому что любые Apple Watch, а сегодня я буду вам рассказывать про Apple Watch 10, к сожалению или счастью, могут работать только с яблоками. То есть все люди с андроидами, в принципе, могут это дело смотреть исключительно с точки зрения, а что могут устройства, которые почти всех копируют. Чем хороши Apple Watch 10? В принципе, ничем, кроме того, что к яблокам лучше покупать яблочные умные часы. Но, и напоминаю, вы можете купить браслеты, допустим, тот же Huawei Band 9 или Mi Band 9, благополучным образом приобретаете и носите на руке. Пробуйте пользоваться с яблоком. Допустим, если все подходит, то тогда уже переходите на Apple Watch. Стоит ли переходить с 7, 8, 9 серии на 10-ю, я расскажу вам в ролике, но самое главное вы запомнили: для людей с Android устройствами Apple Watch бесполезны. И до того, как вы поносите какие-нибудь браслеты по 2000 рублей, однозначно часы покупать не стоит. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в стандартной для Apple Watch белой продолговатой коробке. На ней мы имеем краткую информацию и лейбл. Упаковка отличная, все упаковано, как всегда, красиво. В комплекте мы имеем ремешок, который запакован в отдельную коробочку с инструкцией, как нужно устанавливать ремешок на смарт-часы. Далее мы имеем краткое руководство, зарядное магнитное устройство без пинов, но кредл несъемный, что уже привычно. Последнее — это сами смарт-часы. Габариты данной модели составляют 41 на 46 на 12,3 мм, а вес 67 граммов. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это я, разумеется, разыгрываю ежемесячно смартфон Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Подписаться на телеграм-канал скидок по ссылке в описании, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к умным часам. Приобрести данную модель можно в двух вариантах. Это 42 мм и 46 мм. Ко всему есть версия с поддержкой LTE и без нее. У меня на обзоре модель GPS плюс Bluetooth плюс Wi-Fi с корпусом из алюминия, но также есть титановая версия. Ремешок же быстросъемный и качество, как всегда, отличное. Хотя оригинальные ремешки дополнительно покупать такое себе, они как часы стоят. Охват запястья со стоковым ремешком от 140 до 245 мм. При носке данная модель не ощущается, вес хороший, в целом как и эргономика. По сравнению с прошлыми моделями Apple Watch 10 серии стали тоньше, за что плюс. На корпусе же расположили микрофон, обновленный динамик, стандартно одну механическую кнопку и Digital Crown. Нижняя кнопка отвечает за переход в панель быстрого доступа, переход во вкладку с выключением устройства, экстренным вызовом, медкарты и функция возврата по компасу. А двойным нажатием можно открыть приложение Wallet для оплаты NFC-модулем. Но для нас это для большинства не актуально, хотя все зависит от в каком регионе вы смотрите. Digital Crown выполняет функцию возврата и перехода в меню. Зажатием можно вызвать голосового помощника Siri, а двойным нажатием перейти во вкладку с недавно открытыми приложениями. Прокручивая коронку, можно перемещаться по меню и не только. Помимо данного управления и сенсорного экрана есть управление жестами. Далее по датчикам на борту электрический датчик сердечного ритма, оптический датчик сердечного ритма третьего поколения, датчик температуры, компас, постоянно включенный высотомер, акселерометр, гироскоп, датчик внешней освещенности, глубиномер и датчик температуры воды. Летим дальше. С фронтальной части установлен OLED LTPO3 дисплей Retina с разрешением 496 на 416 пикселей, плотность пикселей в 326 ppi, защита Icon X и частотой обновления экрана от 1 до 60 Гц. Чтобы заметить это, можно включить AOT с секундной стрелкой, но, к сожалению, не весь циферблат обновили под 1 Гц в секунду. На других циферблатах секундная стрелка просто пропадает. Рамки не громадные, да и в целом экран выглядит хорошо. Яркость заявлена 2000 нит и минимум 1 нит. По моим замерам, в пике экран выдает 2400 люксов. Яркости действительно теперь достаточно, чтобы без труда просматривать информацию на экране под углами, но, честно говоря, и до этого в прошлых моделях проблем с яркостью не было. Регулировка яркости трехступенчатая, функция автоматической регулировки яркости отрабатывает отлично. Always on Display в наличии, плюс есть небольшое количество настроек под AOT. Скроллинг плавный, без тормозов, система работает быстро, но я встречал подвисание, а также баги в системе. К примеру, в настройках при входе и выходе из какой-либо вкладки, к примеру, экран и яркость, в верхней части экрана оставались надписи с названием вкладки. Также сказать, что система работает заметно шустрее, чем в 9-й линейке, довольно сложно. Далее, свайпом с главного экрана сверху вниз уведомления, снизу вверх виджеты,
которое можно персонализировать под себя. Меню обширное, оно имеет два стиля отображения и возможность сортировки приложений. Различных приложений, функций, технологий достаточно. Можно устанавливать приложения из App Store и включить автоматическую установку приложений, которые используют на iPhone. Разумеется, если они оптимизированы под смарт-часы. В стоке есть календарь, секундомер, таймер, мировое время, погода, компас, будильник, фотогалерея, приложение для аудиокниг, музыкальный плеер, и теперь можно слушать музыку, используя динамик смарт-часов. Далее есть измеритель уровня шума, переводчик, удаленная фотосъемка, которая транслирует изображение с смартфона прямо на смарт-часы. Помимо уже перечисленного есть измерение глубины, приложение с информацией о приливах, калькулятор акции, поиск вещей, поиск устройств, поиск людей, приложение дом, приложение рации, напоминания, быстрые команды, диктофон и пульт для управления Apple TV. Летим дальше. Установлен здесь SiP двухъядерным процессором, также установлен четырехъядерный нейронный движок, операционная система watchOS версии 11, внутренней памяти на борту 64 гигабайта, Bluetooth версии 5.3. Подключать Bluetooth наушники можно, как и различные спортивные устройства. Wi-Fi версии 4. По навигации есть поддержка L1, GPS GLONASS, Galileo, QZSS и Beidou. Навигация отрабатывает хорошо, но, к сожалению, GPS не двухдиапазонный. В стоке нет возможности использовать повторно пройденный маршрут. Сбросить или ответить на звонок можно, как и звонить с часов. Микрофон отрабатывает отлично, динамик громкий, качество звука хорошее. Хорошо, что для вызова есть быстрые ответы. Уведомления приходят моментально, иконки приложения отображаются, как и смайлики. Отвечать на уведомления можно смайликами, заготовками, голосовой диктовкой с помощью клавиатуры или рукописным методом. Но русский текст вводится только через голосовой ввод. Опять же, у меня на руках модель A2999. Возможно, в других моделях дела обстоят по-другому. Печатать текст на клавиатуре в целом очень даже удобно. Изображения отображаются, можно отправлять различные стикеры и вести переписку прямо со смарт-часов через различные мессенджеры. Вибромотор довольно мощный и не топорный. В меню для поддержания спортивного образа жизни находится информация об активности, водные тренировки, велотренировки, бег, пеший туризм и еще большое количество других видов тренировок с обширным функционалом и детальной настройкой. Плюс есть интеллектуальное распознавание тренировок. Пульс измеряют смарт-часы отлично, в целом, как и мониторят сон. Также есть мониторинг SPO2, который доступен не во всех региональных моделях. Измерение ЭКГ, дыхательные тренировки, женское здоровье, напоминание о приеме лекарств, уведомления о высоком и низком пульсе, о нерегулярном ритме, о низкой кардиовыносливости, вариабельность пульса и еще некоторое количество различных мониторингов. ЭКГ можно будет использовать только для личной справки. Всерьез опираться на полученные результаты вовсе однозначно не стоит. Мониторинг апноэ во сне, который, к слову, добавят в Apple Watch 9, также в Ultra 2, в РФ, недоступны. Графики информативные, настроить мониторинг здоровья возможность есть. По безопасности, как я уже говорил, имеется экстренный вызов, а также международный экстренный вызов, обнаружение аварии и система обнаружения падения. Далее, полный цикл зарядки занимает в среднем 1 час, быстрая зарядка на борту, и за 32 минуты они заряжаются на 80%. Автономность 1,5 суток в обыкновенном сценарии использования. Результат на фоне смарт-часов от других производителей, конечно же, печальный. Хотелось бы, чтобы Apple подтянули момент с автономностью. Корпус имеет защиту от влаги 5 атмосфер и защиту от пыли IPX6. Конечно, я погрузил их на 30 секунд в проточную воду, на их функционал это никак не повлияло, что было и так очевидно. При этом всем это устройство не для дайвинга, а встроенный глубиномер работает вовсе до 6 метров. Работает Apple Watch с приложением Watch, в нем находятся практически такие же настройки, как и на самих часах, а также, чтобы посмотреть серию результата мониторинга вашего здоровья, необходимо приложение здоровья и приложение фитнес. Все стандартно. Минусы: скромная автономность, нет короткого ремешка в комплекте, нет двухдиапазонного GPS, встречаются баги в системе, нет свайпа для возвратов из приложения в меню, а возврат нажатием на Digital Crown работает очень странно. Из одного приложения он выкидывает на циферблат, а с другого в меню. Также постоянно есть проблема со входом в меню через Digital Crown. Иногда нужно несколько раз нажать, чтобы войти в меню. Отмечу, что в прошлых моделях подобного не встречал. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Этим вы очень сильно поможете проекту. Резюмирую. Apple Watch 10 GPS на 46 мм по факту не оправдали мои ожидания, так как на вопрос, стоит ли переходить с прошлой модели на эту версию, однозначно нет. Даже если у вас 7-я или 8-я линейка. Нововведений в системе много, они имеются, но пользы от них особой нету. Как по мне, их бы было необходимо добавить в прошлые модели, но тогда 10-ю не продать будет, правильно? От меня девайсу скорее нет, можете и прошлую линейку купить, если она значительно дешевле. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!